Здравствуйте, мои дорогие подписчики! С вами я, Ольга Горобец. Предлагаю вашему вниманию вот такой вот бактус, который связан абсолютно без узоров, только лицевой гладью. И вяжется он не так, как малиновый, который у меня есть в видео, а вяжется он от этого угла. Получается из 3 петель. Вы начинаете вязание из 3 петель, вяжете, расширяя до среднего угла, до вот этой части, увеличивая по правой стороне вашего вязания с лицевой стороны, только на лицевой стороне. И после того, как вы достигаете уже необходимой вам высоты, скажем так, которая находится на грудной части бактус, вы начинаете уменьшать. В общем, собственно, как это все делается, я вам покажу дальше в видео. Вот такой вот он простой в своем исполнении, но в то же время очень, как легкий, красивый. Скажем так, у меня есть бактус, который связан узорами из пуханорки, который связан из ангоры. И вот сейчас я решила вот еще вот такую пряжу использовать. Какая пряжа, я вам тоже покажу дальше. Вот она вблизи вот так вот выглядит уже в вязании, да. Эта пряжа подойдет особенно деткам. Можете добавить сюда еще какую-то теплую ниточку, там может быть кид-мохера или альпаки, чтобы было теплее, в то же время было очень-очень мягко. В общем, все на ваше усмотрение. Можете как-то декорировать какими-то стразами, я не знаю, там бусинами вставить в вязание. В общем, все зависит от вашей фантазии и, кажется, желаемого результата. Кончики я уже спрятала нашего бактуса. Вот. Нет. Уже все как бы он постиран, высушен и готов, скажем так, к тому, чтобы его носили, да. Размеры я вам говорила, что обязательно скажу размеры уже после того, как он высохнет, постирается и высохнет. До стирки размеры дальше будут указаны в видео, а сейчас уже после. Так, значит, вот этот центральный, скажем так, угол 48 сантиметров. Это в спокойном состоянии. Если мы его будем вот так вот вытягивать, да, вот, вытягивать под весом своей пряжи, он получается 63 сантиметра. Вот, 63 сантиметра. Самая длинная его часть. К сожалению, он весь не влазит, но вот примерно вам будет понятно, да, вот эта вот длинная часть. Сейчас я ее измерю в 2 сложения, потому что в одно оно у меня не помещается. Так. 82 сантиметра, это в 2, значит 164 сантиметра получается. Вес этого бактуса 100 грамм. Вот, собственно, такой легкий, приятный на ощупь получился бактус. Так что вяжите, если кому интересно, оставайтесь дальше. Я расскажу более подробно, как я его вязала. Вот. Ну, и я же желаю вам удачи в вывязывании данного изделия. Изделие очень простое. Достаточно уметь набрать 3 петли, уметь делать прибавки. Как делать прибавки, я там покажу. Вы же можете каким-то другим способом, который вам больше нравится. Вот. И можно его связать абсолютно из любой пряжи, которая вам нравится. Если вы не хотите никаких узоров, можете взять твид, например, можете взять просто пушистую пряжу, можете взять пряжу, там есть такая ручного крашения, тоже замечательно будет смотреться. Можете просто однотонную связать, гладкую, и это тоже будет смотреться здорово. В общем, я желаю вам удачи в вывязывании. Оставайтесь со мной. С вами была Ольга Горобец. Ну что ж, дорогие друзья, приступим к работе. Значит, из чего в первую очередь я буду вязать? Это вот такая вот у нас пряжа. Вязать я буду в 2 ниточки. Вот.
Пряжа, смотрите, вот. Это такой шнурочек. Вот. И к нему, как бы через него проходит вот такой ворс. Результат будет красивый, пушистенький. Пряжа это 100% полиэстер. Называют его еще шкурки норки. Конечно, от норки здесь нет ничего, только название. Вот такая вот пряжа, она в бобине. Сейчас я вам покажу, что здесь написано. Видела я еще эту пряжу, я покупала у нас на 7 километре на рынке. Вот. А видела еще эту пряжу в бобинах, продают в разных цветах, там изобилие такое большое в Инстаграм. Вот, так что вы себе принимайте решение, если она вам вдруг нравится, где вы будете его покупать. Так, значит, я уже сказала, что вяжу в 2 нити спицами номер 3, укороченные. Мне этих спиц будет достаточно. Если кто-то вдруг захочет его вязать, этот бактус, и ему будет, этому человеку мало, мастеру, да, скажем так, коротких спиц, вы можете смело потом перейти на более длинные. Значит, что мы делаем? Для начала нам нужно набрать 3 петельки самым обычным, привычным для вас способом. Набираем 1, 2, 3. Набрали, развернули наше вязание и начинаем вязать. Первую кромочную мы снимаем. Вторую мы провязываем изнаночной. И последнюю петлю кромочную мы провязываем изнаночной. Разворачиваем наше вязание. Первую петлю мы снимаем, вторую петлю мы провязываем лицевой и последнюю кромочную мы провязываем изнаночной. Значит, всегда мы будем в нашем вязании первую кромочную снимать, последнюю всегда провязывать изнаночной. Разворачиваем наше вязание, провязываем изнаночный ряд. Первую кромочную снимаем, вторую провязываем и кромочную тоже провязываем. И теперь начинаются наши прибавочки в 4 ряду. Теперь получается, вы будете дальше повторять вязание с 4 ряда. Значит, во всех лицевых рядах мы будем делать прибавки. Лицевую, вернее, первую кромочную мы с вами сняли. Дальше нам нужно сделать прибавку. Я сейчас, конечно, постараюсь вам более, скажем так, четко показать. Я буду делать прибавки из нижней петли. Значит, я поднимаю нижнюю петлю, стеночку. И провязываю прибавочку. После чего я провязываю петлю. Изнаночная, кромочная. Итак, мы с вами сделали первую прибавку. Изнаночный ряд мы вяжем просто по рисунку. Никаких прибавок мы не делаем. Значит, первую мы снимаем, как я уже говорила, провязываем остальные петли изнаночные. Теперь у нас их уже 4. Сейчас я еще раз вам покажу, как я делаю прибавочку. Сняли кромочную и с нижней петелечки делаем прибавочку. И дальше вяжем. И вот так вот вы вяжете
расширяя вот эту сторону, скажем так, правую, да, сторону с лицевой стороны, до тех пор, пока вы не провяжете до желаемой, скажем так, ширины угла. Сейчас я вам покажу на рисуночке. Вот наш бактус. Мы сейчас вяжем вот от этой точки, да, слева по направлению вправо. Делаем расширение вот в этом углу. Каждый раз с нижней петли в каждом лицевом ряду мы делаем прибавочку. До того момента, пока мы не достигнем вот этой вот точки, центра нашего угла. Когда у вас будет этот центр угла, вы уже примеряете на себя и смотрите, какая желаемая ширина. Вот здесь вот у вас должна быть высота, да, допустим, пусть это будет не ширина, а высота, да, потому что здесь у вас шейка находится, когда вы будете повязывать, а здесь уже по линии груди она будет лежать, этот угол. Вот вы довязали до вот этого момента, до середины, да, и потом начинаем с вами делать убавки вот здесь. Как эти делать убавочки, я вам дальше покажу. Закройте ваше вязание, и все, бактус ваш, скажем так, готов. Я думаю, что я объяснила, ну, надеюсь, по крайней мере, поделилась своим методом вязания. Вот, вы же присоединяйтесь, кому понравилось, и вяжите вместе со мной дальше. Итак, после того, как вы провязали ровно половину вашего бактуса, мы начинаем уменьшать. До этого мы увеличивали наше вязание, теперь нам нужно уменьшить количество петель. Как мы будем это делать? Значит, первую кромочную мы обязательно снимаем. Сняли кромочную. И 2 лицевые нам нужно провязать вместе. Значит, у меня они вот расположены правильно, видно, да? Вот. Провязываем 2 лицевые вместе за заднюю стеночку, так, чтобы эти петли не были перекрещенные, скрученные, да. В общем, вяжите, как вы и вязали до этого, только 2 вместе. Это и в случае, если вы вяжете там бабушкиными петлями. Если вы вяжете там классическими петлями, да, значит, вы посмотрите, может, вам их нужно развернуть. В общем, ваша задача, чтобы петли были не перекрещены, а открыто, красиво были провязаны. И так вяжете до конца ряда, последнюю кромочную провязываете изнаночной. Значит, понятно, да, когда вы довязали ровно половину, вы идете на уменьшение. Как делать уменьшение, я уже показала. Кромочную снимаете, 2 петли вместе провязываете лицевой. И так сокращаете в каждом лицевом ряду до тех пор, пока у вас не останется на спицах 3 петелечки. Итак, осталось у нас с вами 3 петелечки на спицах. Мы сократили только что 4-ю по центру. Разворачиваем наше вязание. Провязываем еще ряд изнаночных петель с изнаночной стороны. Разворачиваем на лицевую сторону и закрываем наше с вами вязание. Сняли кромочную, провязали лицевую и протянули кромочную через петелечку. И еще раз кромочную провязали лицевой и протянули. Так, теперь нам нужно отрезать нашу ниточку, оставить небольшой хвостик, который мы потом спрячем, и закрыть нашу петелечку. Все, подтянули, закрыли. Все, вот так вот мы с вами связали наш бактус только лицевыми петлями. Вот я его постираю.
Ну, в начале видео, конечно, покажу. Давайте я сейчас сниму мерки, его размер какой, скажу до стирки, потом постираю, скажу какой после стирки, чтобы вы уже знали. Так, значит, по центральной части, вот, в сложенном он виде, центральная часть, вот именно сам вот этот угол, он у меня получился 53 сантиметра. Самая длинная часть его, я измерю только половину сейчас и прибавим, чтобы было понятно, какой размах самый-самый длинный. Так. — 80 сантиметров, значит, итого размах самого бактуса, самая длинная часть 160 сантиметров. Вот, я его постираю, мы еще раз высушу, измерим и точно уже будем знать его размеры после стирки. Итак, дорогие мои зрители, пожалуйста, вяжите вместе со мной, если кому понравилось. Если есть вопросы, обязательно их задавайте, я постараюсь ответить. Ну и, конечно же, будьте здоровы и всегда оставайтесь в теплом, хорошем доме. Любви вам и добра.